Любителям анонсированных продолжений привет, остальные мои крутые, классные, вкусные видео на рутубе. Унесенные призраками, Труська и Чулка, почти весь Синкай, все это вас ждет по ссылке в описании. За каждый ваш просмотр я получу денежку. Спасибо! Ну и да. Поехали! Было дело целых 2000 лет назад, некий тиран-владыка тьмы делил все и вся на множество цифр, чисел, комбинаций. Ничем не гнушался, ничего не боялся, тупо устраивал фатальную резню. И вот спустя прошедшие века тот самый повелитель наконец-то должен возродиться. И, соответственно, быть где-то среди так называемого гнилого поколения хаоса. Наследников, которые как раз в этом году поступают в модную демоническую академию. Собственно, первый день перед началом учебы и вступительные экзамены, на которые точно срочно обязательно нужно явиться. Будущую одноклассницу ГГ звать Мишей Некрон. И что вы думали, так же, как и самому Горемычному повезло с добрым, любящим родителем, а точнее опекуном, пришедшим поболеть за бедолагу. Самого героя звать Анасом Валдигодом, а точнее не героя, а того самого возродившегося владыку тьмы. Клоун прямо по курсу Зепис. Впрочем, кому не плевать на имя какого-то там нерадивого беспомощного статиста, у которого магия не колдуется, огонь не пыхает, ноги трясутся, одним словом страх, другим словом реванш. И заодно первое вступительное испытание. Нужно всего-то честно победить в дуэли, используя вообще что угодно. Потому что если вырядился в антимагическую броню, меч зачарованный в руки взял, подготовился, но увы, не судьба. Шмот никакого импакта, даже стоящего противника победить тупо невозможно. Но что вы хотели, сердце-то всегда движется, стучит, а значит можно колдовать прямо им. А чтобы было еще интереснее, заключить пари с условием победы только в случае признания Зеписом поражения. Правда, он даже с бесчисленным множеством травм проигрыша принимать не хочет, на выигрыш надеется, а зря. Ведь можно всегда поделить, потом воскресить, потом поделить, потом воскресить, потом поделить, потом воскресить и так до тех пор, пока несчастному не надоест чувствовать себя шизом Шрёдингера. Итого, ожидаемая победа. Поздравлять пока рано, впереди еще пара тестов на показатели магии с ломающимся кристаллом и на знание демонской истории. Ну а после сдачи можно Мишу встретить, про обещание обязательно встретиться, вспомнить, в гости пригласить, телепортацию намудрить, с родителями подругу познакомить, про детство родившегося месяц назад богатыря, растущего не по дням, а по часам узнать и прогуляться, подышать свежим воздухом. А заодно не случайно попасть в ловушку желающих отыграться наследников, которым унижение знатного наследственного рода вообще не по нраву. Тогда, ладно, можно позволить использовать мощнейшие заклинания, связанные с самим тем самым владыкой тьмы. Но, понимаете ли, колдунство не может навредить самому источнику колдунства. Поэтому опять придется терпеть, зомбией набрать и драться, самому в зомбию превращаться и из того света благодаря очередному чудному заклинанию Аннаса возвращаться. Ребятки, теперь все точно поняли, приняли, обработали, в ноги поклонились, за содеянное извинились, больше такое не повторится. Между тем уроки, мемы, схемы, шутки и кринж, первый учебный день. Никто в классе прикол определения в случае неподчинения не выкупил, но смотрит так странно, подозрительно. А все из-за знака отличия, но не отличного, а двоечного. Самого низкого ранга, не сдавшего элементарную тестовую базу. Значит, тогда 2000 лет назад герой с владыкой демонов создали общее мощное заклинание, разделившее миры всех магических и людских созданий нерушимыми стенами, чтобы ни у кого больше не было желания и возможности делить соседей. Но спустя годы, понимаете, в книжках по истории случился какой-то кринж, и вместо настоящего имени Аннаса у всех на слуху какой-то невнятный Авас. То ГГ и получил незачет по простейшим вопросам. Ну и раз так, ничего не поделаешь, придется заново трениться. Как раз через неделю будет мощный тест с командным состязанием, в котором как раз можно проявить лидерские качества. Жаль, всяким ребенкам незнатных кровей лидерство не положено. Не жаль, можно тупо доказать профпригодность изменением простейшего командного заклинания, недоработку которого не изменили за все те годы, пока Валдигод отсутствовал. Поединок, к слову, предстоит с сестрой Миши, Сашей. Обе происходят из одного знатного рода Некроновского, но Горемычную почему-то одели в немодную белую форму, а родственница как-то косо гнило смотрит, зыркает, глазами хвастается. Ну, сами знаете, у кого зрачки еще мощнее, так что да. Настал день X. Пари на победу заключили, состязания начали, замки построили, Саша принялась к разработке плана. Там, видите, целых 3 крепости, чего явно не могла учинить нерадивая сестра. Значит, пара из них всего лишь иллюзии. И да, ничего не значит, ни на какие раздумья времени нет. Каналы связи перехвачены, броня переломана, дом из земли вырван, летит, падает, беда, трагедия, план Б. Придется использовать сильнейшее заклинание подстать противнику. Благо орудие слабое, урона 0, победа, поздравим с Горемычным. В соответствующую честь можно уже обеих подруг домой позвать, поужинать, порадоваться жизни, попрощаться прощальным поцелуем и поинтересоваться о возможности обратимости и невозможности необратимости судьбы. За положительную встречу под конец бытия от Саши отдельно чисто демоническое спасибо. И вот здесь еще мог быть такой душевный флешбэк из детства Горемычных, но вместо этого опять тотальная душная учеба. На сей раз урок будет проводить сам один из 7 древних лордов, прямых кровных наследников владыки Некрон. Правда, ряженый никакого повелителя не помнит, потому что воспоминания кто-то подменил все тем же невнятным Авасом. Ну, Аннас так и понял, кто-то метит на его место, и то, что старый товарищ тупо останется в стороне, несмотря на замену подмененной памяти, будет очень даже кстати. Сами понимаете, доверять тому, кто обладает столь сильными колдунствами, откатывающими время на сотни лет вперед, не стоит. Из важного, у Саши завтра день рождения, и у Миши, кстати, тоже, они, то есть, близняшки.
подарки. Но такое дело, подарков нет, так что как нельзя кстати будет плановый спуск подземелья замка прародителя. Там, по слухам, есть какой-то чудной скипетр и целая сокровищница магических артефактов. Но как это знает, что и где под его личными хоромами находится, потому и тайный ход пройти труда не составляет, и двери подвинуть проблем не в наличии. А пока Саша любуется чудным скипетром, можно как раз подобрать подходящую подарочную мантию и заодно присмотреть кольцо для сестры. Все, подарок получен, на переодевание смотреть запрещается, но вы представляете, просьба отвернуться оказалась четко выверенным планом по делению Миши. Ну ладно, волноваться не стоит, все происходящее очевидно сплошная клоунада, потому что шизичка явно сдерживает собственные эмоции, по отсутствующим магическим зрачкам видно. А насчет печатей, пактов, тактов, контрактов, так всех вылечили в то же мгновение, как случилась беда. Остается, да ничего кроме позорного бегства не остается. В общем, объясняю. На самом деле никакой Миши не должен существовать вовсе, она тупо копирка, отделенная от души сестры. Потому-то Саша смогла единолично разорвать контракт, а бедолага, печаль, горе, трагедия пропадет через несколько часов, в тот самый злополучный день рождения. Проще говоря, основы снова сольются воедино. И единственное, чего теперь хочет Горемычная, помириться с сестрой, забыть все горести, печали и исчезнуть с чистой душой, спокойной совестью. Но что вы думали, у Саши планы вообще другие, и все это время она специально отдалялась от родственницы, когда-то спасшей ее от душных детских мыслей, чтобы в конце концов сделать оригиналом свою сестру и жить продолжала так, кто больше этого достойна. К счастью, условие не выполнено. Миша все понимает и ни в коем случае никого не отвергнет. Значит, нужно правильно спасать объект, просто-напросто продублировав обе основы где-то в прошлом. И тогда в настоящем из 4 составляющих 2 при любых комбинациях останутся. Попутно, правда, придется вмешаться в сам ход времени, встретиться с божественным хранителем пространства и поделить неуемного подчиненного, но это все так, мелочи. Главное, все хорошо, что хорошо кончается. А завершилось все действительно самым наилучшим образом. Воспоминания Некрону вернули, наставления на расследование гнилой личности Аваса оформили, сестер с днем рождения поздравили, все рады, счастливы, довольны, осталось только пойти к Канусу на традиционный званый ужин и вспомнить древний флешбэк. Было дело было у владыки тьмы, подчиненный мощный искусно управляющийся с мечом. А в один прекрасный день за очередное положительное деление бедняге выпала честь переродиться когда-нибудь, только вот без остаточных воспоминаний, потому что мечи мечами, а магическая основа у чела слабая. То ли дело людской герой, у которого целых 7 основ в одном. Сколько не вычисляй, заново встает. Ну там, сами понимаете, потом случилась чудная печать 2000 лет назад, вот это все. Сейчас же слухи о переводе нового модного студента, результаты экзамена, расследование подстроенной кражи, возвращение скипетра на базу и ближний путь логова ассоциации полукровных демонюк, которые, между прочим, верят, что Анос и есть тот самый настоящий прародитель, у них даже соответствующая макулатура имеется. А еще горемыки хотят чудную комнату объекта своего обожания. Пригодность, конечно, предстоит доказать. Как раз, кстати, подоспела тренировка с попыткой вытащить меч, а там и тот самый новичок Лэй объявился. Как и ГГ клинок махом достал, еще и хочет в отряд Аноса попасть, потому что сам лидер не ахти, но вот исполнять приказы мощного командира еще как может и очень хочет. А всякие правила Академии про чистокровных и прочих тотальный кринж. Значит, стоит устроить поединок, чтобы определить способности потенциальных союзников. Ну и если кратко, Саша с Мишей теперь вдвое, трижды, 5 раз сильнее благодаря целости основ и чудным артефактам. А палку вместо меча таки удалось располовинить, хоть и с последующим поражением. Зато силушкой померились, подружились, к пати присоединились, поздравим, отметим очередным плановым застольем. Приятного, так сказать, аппетита. Из новых соратников, помимо мечника, только Миса, которая полудемон, полудух и, по-видимому, обладает какой-то чудной гидравлической магией. Жаль, ничем Лэй помочь не может, ни про какие гнилые духовные болезни не знает, обидно, досадно, ладно. Тем временем близится начало турнира мечников, даже Анусу позволит участвовать, хотя, казалось бы, полукровки не должны иметь вообще возможность победить в мощнейшем испытании. Но об этом позже, а пока стоит посетить Мелхейса, который один из 7 лордов и тоже умудрился потерять память, извиняется, просит прощения, советует не участвовать в состязании, где поддельные огнили может что-нибудь эдакое учинить. ГГ простить прощает, над просьбой подумает за следующим ужином. Приготовил, представляете, Миша, под чутким руководством свекрови. Приятно, вкусно. В знак благодарности можно даже прогуляться по городу, заглянуть в магическую мастерскую, сделать чудную проекцию целого города размером с кольцо, подарить бижутерию и получить в кошачьем кафе всю важную информацию. Оказывается, злополучным Авасом связана какая-то невнятная клиника, в которой по счастливой случайности лечится мать Лея, которой, правда, предложенная помощь не требуется. Почему? Потому что до турнира все уже собрались, ждут выхода соперников. Только что-то горемычного на горизонте не видно. Уже слухи ползут про какие-то страхи перед мощным противником. Но это все враки, гнить нельзя, так не гоже. И вообще, какое кто право имеет клеветать на сына самой честной женщины и не менее честного расторопного мужчины, который неделю копал лучшую руду, лишь бы выковать ребенку подходящий меч. Значит, все-таки, несмотря на все потенциальные угрозы, участие состоится. Ну и все, первый соперник разделен фактически за минуту. На очереди ожидания, очередные статисты, наконец реваншные встречи в финале с Леем, которые оба товарища ждут, но последний еще и обещает произвести окончательное деление. Оно и ясно, родственницу бедолаги держит заперти, а самого несчастного вынуждает бодаться. А раз бой еще не скоро, можно вручить меч матушке в сопровождении группы поддержки, а самому вместе с Миссой отправиться в палату. Там, чтобы узнали реально полудух, которая в свое время успешно подобрала, усыновила брошенного беренка. А теперь вот сама болеет, страдает, исчезает из-за отсутствия какого-то инфополя, должного поддерживать жизнеспособность. Но делать нечего, нужно помогать. Благо рядом как раз имеется еще одна полу-полу, и можно попытать удачу на спасение
нападения, объединив две основы. И между делом еще и телепортируется на спасение отряда с мечом, на который напала гнилая завистливая учителька, горючая из-за вылета братца в первом туре. Но это ничего, ее поделят и ее вылечат с одним только допущением. Отныне каждое новое возрождение твари будет делать из нее полукровку. Поэтому все, финита ля комедия, сцена в больнице, отключение духовной связи и, собственно, соответственно, непосредственно долгожданный матч. Томить не буду, закончил все почти фатальным поражением Лея, а если точнее, Анна с чудесным чудом разрубил сковавшие беднягу контрактные клинки, самого товарища притом не тронул, и все ради того, чтобы встретиться с истинным противником, подстроившим произошедшее лицом к лицу. А стоял за всем, представляете, Мелхейс. Говорит, мол, наконец-то сможет поквитаться с повелителем и стать самым мощным, сильным и так далее по списку. Но сами знаете, кто был никем, тот так и останется дедом. А все потому, что истинной основой духовной матери было какое-то приданное самым мощным мече, и сама она имеет форму меча, и рубить клинок может вообще все, и гниль в том числе. Правда, пенсионер тоже оказался ведом тем самым Авосом, подсадившим в мозг заразу сразу после самой первой встречи. Вот. Но теперь-то все здоровы, живы, целы, сказанное про кузнеца на весь город распространилось, здоровье маме случилось, подарочные вещи поцелует Саши туда же, в копилку, почетное, справедливое, поздравляем. Желаем счастья, радости, поменьше гадости и флешбека с прошлым героя и не героя. Куда важнее настоящая основной учителькой и готовящимся обмену опытом и знаниями с Академией из мира людей. Где, что вы думали, взращивать перерождение того самого геройского героя. Ради мощного командного состязания ребятки отправляются прямо в мир людей, чтобы столкнуться с магией того разлива, которая, в отличие от демонической раздающей мощь союзникам, наоборот, собирает ману для тотальных аннигиляционных атак. А как добираться до человека, спросите, а я отвечу, поможет все тот же старый добрый телепорт, и коли горемычные прибыли раньше положенного, можно побродить по окрестностям, осмотреться, побеседовать на рынке о красивых глазах, а после и до самой героической академии прогуляться. Там, к сожалению, с распростертыми объятиями не встречают, но в общем и целом заморским студентам, прибывшим на экскурсию, очень рады. Элеонора даже готова показать и рассказать, что и как здесь устроено. А все, скажу я вам, очень плачевно и бесперспективно. В книжках все то же самое, никому неизвестное имя Авоса, на практике того хуже, люди думают, что герой 1000 лет назад бесповоротно поделил владыку тьмы и сам возвел стены. Поэтому-то Академия и существует, и даже отдельные воплощения каждой из 7 душ имеются. Только Аннуса они не помнят, да и он в шизах старого не товарища не узнает. Потому что если по секрету истинная основа героя скорее всего уже не существует, ведь тогда люди, представляете, сами разделили своего же спасителя. Но это совсем иная история, которой даже документальных подтверждений нет. А что до имеющегося долгожданная встреча студентов из двух академий и демонстрация заклинаний. А Демонюк вышел самый уверенный шизик, и кто мог подумать, сразу же ударил грязью в лицо. Мема не колдуется, ничего не получается, виной всему построенный человеком чудный магический барьер, который, к несчастью, заговорщиков Андес легко заметил и еще легче разрушил. А люди так и поняли, истинный владыка тьмы, даже невзирая на отсутствие признания у сородичей. Причем ребятки однозначно рады встрече, потому что хоть в книжках ничего дельного и не пишут, а мелкий из на коте информацию раздобыл, разузнал, что среди человека ходит легенда о грядущем возвращении сущего зла, которая вновь обязательно придет и поделит героя. Ну типа поняли, нет? Вся вот эта программа обмена для того и устроена, чтобы удалить переродившегося Валдигода. Там, понимаете, даже место испытания один в один как в баснях, только участвовать будут какие-то никчемные старшие классы, желающие взять реванш над обидчиками чести, достоинства, и можно не думать. Все было ясно, ожидаемо фатальное поражение из-за подмешанной в озеро святой воды, которая, как несложно догадаться, на героев действует положительно, а на Демонюк отрицательно. Но ничего, горемычный опять и снова вообще всех вылечит и раунд 2 устроит. А отрицательную воду можно тупо высушить, чтобы не создавало проблем. Для них есть вон этот, как его, клиффхенгер. Если коротко, сюжетная и полевая резня по всем фронтам. Если развернуто, здесь и Миша замах разворачивает, и Саша кого-то делит, и Лей чудесным чудом людскую святую магию использует, и все бы ничего, только вот тот самый ходящий клиффхенгер готов поделить свою же основу, лишь бы вместе с ней сгинул владыка тьмы. Для этого даже все горожане выдают собственную ману, нужную для поддержки заклинания. Но есть и издержки, зовущие Аннеса голос Элеоноры, говорит идти в храм, там все ответы и приветы. Но что делать надо, значит надо. Но чтобы силу зря не растрачивать, барьер держать, до колдунства готовить, пришлось отправить Мишу. А на месте, представляете, победную невинную душу явился человеческий учитель, мечом машет, слюнями брызжет, орет, ругается, одним словом кринжует. Другим словом скисает, воскресает, скисает, воскресает, и все по новой, по всем известной системе. И снова заклинание, раскрывающее истинную сущность цели. Угнили в душе, сам видите, чудище с единственной основой, и то слабо, ни на что не годно, использующие других для собственной подпитки. Чего бы герой никогда не сделал, потому и имел 7 душ. Чтобы жертвовать собой, а не соратниками, да. Что до того, ради чего, собственно, все, так Элеонора оказалась никем иным, как самой, что ни на есть, самой настоящей магией воплоти. И вот здесь была такая грустная, трогательная история, которую я так и быть расскажу. Дело в том, что 2000 лет назад, когда появились темные стены, собственные соратники предали героя, потому что не могли поверить, что владыка тьмы вот так запросто принес себя в жертву ради мира во всем мире. И как следствие, бывшим приспешникам героизма были созданы 2 чудотворных заклинания. Одно транслирует ненависть к тьме прямо в голову людям, второе — Элеонора, создающая бесчисленное число копий основ бесконечную армию. И того единственное, чего хочет несчастный спустя годы работы, положительная, не отрицательная жизнь для всех и собственная не жизнь. И в этой просьбе Аннес, представляете, помочь в отличие от остальных ранее исполненных
не может, банально не успевает. Потому что кто бы мог подумать, объявился самозваный Авас и прямо так во всеуслышание объявил второй поход против человечества. Получается, без срочных контрмер не обойтись, нужно собраться, распределить роли и договориться выдвинуться прямо на рассвете. Перед тем даже можно один из кулонов миссии знак предложения руки и сердца взять и обязательно вернуться пообещать, но видите ли, в самый разгар пыл сражения Лэй куда-то не весь куда пропал, исчез, испарился, но поняли, нет, это он и есть тот самый герой из книжек, переродившийся в качестве демонюги, окончательно разочаровавшийся в людях. А сдали его способности обращаться с чудными мечами, подвластными только паре мечников во вселенной, знание старой басни про любовные кулоны, получение которых я благополучно скипнул. И как раз если вы вдруг не поняли, те самые ложные воспоминания лордов тьмы связаны со связанными основами героя, которых помимо главного героя осталось 6, соответственно, с нехваткой одной для деда. Да. И вот вы спросите, как все так удачно вышло, а я даже скажу, кладенец, созданный для деления демонюк, может резать и крошить вообще все, в том числе предопределенную судьбу. То Лэй перед перерождением и удалила обязательность Таноса возродиться собой, изменив будущее и лично заняв вакантное место, чтобы люди наконец окончательно поделили ненавистным им противника и перестали печатать отрицательные отзывы. За каждый положительный отзыв под моим видео делаю одно отжимание. Только, как понимаете, Горемычному такой расклад вообще не понравился, значит будет фатальный рестет с планомерным удалением каждой из тех самых 7 основ, с последующей успешной подменой карт, плащей и положений, да так, чтобы все увидели, что вновь вернувшийся легендарный воин проткнул источник всех бед. Все видите, опять и снова повторилось. А второй раз всех спас Анос, а почте выдавать буду, сами знаете. Да ладно, вру, ничего вы не знаете, потому что ничего не кончено, пока не завершено. Потому что, понимаете, шиза, неспособность принять повторное полное поражение, мощнейшее, святейшее, нерушимое, столпотворимое заклинание. Благо, как раз для такого случая Некрон и разрабатывал колдунство с комплементацией сестер. Ну и все, спустя килотонну общих усилий, схемов, мемов, приемов и превозмоганий, Анос таки восстал из небытия, а там и товарищ с мечом подоспел, и приободряющая музыка от поклонниц спета, и что уж говорить, окончательное бесповоротное деление выполнено. Вам с этим тоже удачи, успехов на ЕГЭ, экзаменах, счастья, здоровья и побольше таких неотрицательных тайтлов, полностью использующих вообще все клише жанра, но вместе с тем мощно, так знаете, плотно их тасую, чтобы сразу было понятно. Мемы, схемы, постерония, куда лайки, знаете, где подписки в курсе, про репосты помните, и про анекдоты не забывайте, я-то не забыл. Однажды некий Геродот спросил Пифагора, что тяжелее, килограмм железа или килограмм ваты? Математик задумался и хотел было ответить вопросом, а потом задумался, подумал, долго и упорно думал и все-таки решил спросить, а что такое ваты? Авиаконструктор посмотрел так подозрительно на товарища, рассмеялся и говорит, ну как же, все птицы строя такое еще с пеленок знают. Ватт это если Ньютона умножить на метр в секунду. Пифагор задумался и спрашивает, а кто такой Ньютона? Геродот опять посмотрел так подозрительно на товарища, рассмеялся и говорит, Пока.